Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео хотел бы поделиться информацией и рассказать о том, как я сдавал и учился на право управления маломерными судами, мощность двигателя которого превышает более 5 лошадиных сил. Ну, если кто-то это видео смотрит, значит его нашел, может быть тоже кто-то хочет пойти отучиться и не знает, как это происходит процедура. Поэтому в этом видео я вам и хочу рассказать. На листок сделал такую себе шпаргалочку, чтобы не упустить моменты. Хочу так видео не затягивать, так пробежаться, но при этом быстренько пробежаться, но при этом не упустить такие главные моменты, чтобы вам было понятно, и вы уже для себя сделаете вывод, нужны вам эти права или нет. Ну и давайте, наверное, обо всем по порядку. Поехали. Ну, с чего начнем, друзья? В общем, почему я пошел учиться на права? Потому что захотел помощнее мотор, а помощнее мотор, соответственно, нужны права. В принципе, можно кататься и без прав, но кто знает, у нас в Беларуси свыше 5 лошадиных сил обязательно нужны права. Если у вас их нет, ездите на моторе, превышающей эту мощность, то если встретитесь на водоеме с инспекторами ГИМС, вам либо будет предупреждение, либо штраф. А пару раз встретиться с ними, если штраф, это равносильно стоимости, всего обучения, всех, то есть равносильно обучение и получение прав. То есть вот 2 раза вас словят без прав, вот это нервотрепка будет, вот, и плюс как бы деньги на ветер, вот. Поэтому лучше пойти отучиться спокойно и наслаждаться рыбалкой, не опасаясь, что вас оштрафуют и ваша рыбалка будет испорчена. Вот. Поэтому задайте себе вопрос, нужны вам права или нет, либо вас устраивает мотор. Вот. Ну, потом, конечно же, нужно узнать, где вы проживаете, на какой территории, в области, районе, узнать, где находится участок ГИМС. Я буду на примере рассказывать Полоцка и Витебска, потому что в Полоцке мы подавали документы, а в Витебске уже всю процедуру экзаменов мы все уже там проходили. Вот, потому что здесь в Полоцке экзамены не принимают. Вот, поэтому кто с ближайших городов, может быть, смотрит, ставьте плюсики, пишите комментарии. Может быть, тоже учились, и когда учились, расскажите, как это происходило. В общем, находите участок ГИМС, можете по телефону, либо можете подъехать, если это близко. Узнаете у инспектора, когда набирается ближайшая группа. До этого момента вам обязательно, чтобы не спеша, нужно будет пройти медкомиссию, получить справку установленного образца. В принципе, если водительскую проходите, там уже, это раньше были отдельные справки, нужно для маломерных судов это было проходить, сейчас уже в водительских они есть. И если ограничений никаких нету, попросить на заключение вам врача, доктора, чтобы поставил, что годен к управлению маломерными судами. Также вам нужно будет 2 фотографии 3×4, ну и паспорт. Потом, когда происходит процесс набора группы, вы приходите не спеша, пишите заявление, у вас делают копию справки, все документы, то есть ксерокопию паспорта, заполняете заявление, и там вам потом выдают реквизиты на оплату. Можете либо в банк идти, потом принести чек, либо через мобильное приложение оплачиваете. Если через мобильное приложение, сразу показываете инспектору, кто принимает документы у вас. Ну, все на месте делаете, никуда как бы ходить не надо, удобно. Все оплачиваете, и вам на руки, вот когда я учился, не знаю, как сейчас, выдают пособие по маломерным этим судам, и вы ждете, когда начнется первое занятие. Учились мы онлайн, не знаю, как раньше, но сейчас, наверное, вот все занятия проходят онлайн, потому что ищут преподавателя, который может это вести, наверное, у кого лицензия есть, и обучает вас. Получается, у нас учеба, даже, наверное, не так скажу, если идти учиться на маломерные суда, лучше, конечно, идти зимой, поскольку зимой сезон закрыт, да, только со льда рыбачим. Может быть, вообще кто-то не рыбачит, только летний рыбак, будем так говорить, выезжает отдыхать на лодках. Ну, желательно зимой,
Ну, может, кто хочет летом. Ну, зимой просто скоротать зимние вечера, это попроще будет. Вот. Ждете, когда вам на WhatsApp придет сообщение, добавляют вас, в общем, в группу, точнее нас добавляли, как это происходило, сейчас может быть по-другому, но я думаю, навряд ли что-то поменялось, потому что сейчас дистанционное управление у нас, обучение, точнее, у нас развито стало. Вот, и ждете, когда вот вас добавляют в группу, и там уже преподаватель с вами, пока вы не сдадите экзамены, держит, получается, связь. И вот у нас учеба, на моем примере, начиналась 25 января, 4 дня в неделю было, понедельник, вторник, четверг, пятница. Мы в 18:30, где-то 2 часа, ну, бывало меньше, бывало чуть больше, пока там блоками проходили вот эту программу, по которой нам дали книжки. Преподаватель все грамотно разжевывал, преподаватель у нас был сам с Браслова. Кто его слушал, посещал занятия, сдали с первого раза. Кстати, грамотный учитель, разжевал все, и поэтому как бы мы нормально сдали, так что за это ему большое спасибо. И вам на будущее не нужно забивать, скажу, но нужно учить, потому что просто так никто вам права эти не выдаст, там все сейчас очень серьезно. Ну, в общем, мы с 25 января по 29 февраля проходили теоретически разбирали вопросы, то есть проходили какую-то тему, нам преподаватель скидывал вопросы, которые будут в билетах, и вот так на протяжении вот с 25 января по 29 февраля мы вот это все проходили. Билеты, кстати, у меня остались, где-то еще находили литературу, у меня вот есть 3 вида билетов. В принципе, если кому надо, кто-то заинтересован, можете связаться со мной, я обязательно вам подскажу, расскажу, там есть подводные камни, билетами, может, поделюсь, если нужно будет. И вы уже, если вот все это выучите, обязательно сдадите на права. Вот, то есть мы отучились, потом было немножко там затишье, и нам сказали, обязательно отслеживайте в группе, когда будут уже практические занятия. Практические занятия обязательно были, они были 3 дня выделялось на практические занятия. Если пропусков по теории не было, можно было ехать 1 раз, но 1 раз как бы это был уже зачет. Ну, никто не запрещал 3 раза ездить, вам там на теоретических этих занятиях, точнее на практических занятиях показывали, какие элементы нужно делать. У нас, поскольку уровень Двины был высокий, сдавали мы в городе Витебске, там на городском пляже, где станция Освод. Ну, кто с Витебска, я думаю, знает. В общем, сдавали. У нас мы отчаливали от берега, да, потом делали 2 таких шарика надувных больших было, делали 8 и спасение утопающего. Спасение утопающего, то есть мы должны были подойти на лодке к этому шарику, заглушить двигатель и дотронуться рукой. Это считалось, что вы как бы спасение утопающего, ну, экзамен, то есть сдан. Но при этом не дотронуться ни двигателем, ни лодкой, не задеть этот шарик. Вот, то есть мы прокатились. Я вот здесь посмотрел, у меня переписка осталась в Вайбере. У нас занятия были, вот закончили мы 29 февраля. Практические занятия были вот 1, 2 и 5 марта на Западной Двине. В принципе, мы там, наверное, каждый минут по 20 покатались. Ну, у кого опыт есть уже, да, не первый мотор, рыбачит, поэтому эти элементы знают, и быстро сделали. И уехали домой. Все, нам тоже сказали отслеживать далее, когда будут экзамены. Экзамен у нас был потом 22 марта, сдача экзаменов. Сдавали мы в городе Витебске, в Госпромнадзоре. Там кабинет выделялся, собиралась наша группа, у нас было 25 человек, разделили на группы, на мелкие, там запускали, не помню, по 10, по-моему, человек, что-то так было. И на экзамен выдавалось по-моему, 15 или 20 минут. И за это время нужно было решить 10, в билете 10 вопросов. То есть перед тем, как вы заходили, вам выдавали, то есть вы вытягивали на выбор билет, садились поодиночке, поворачиваются, там подсказывать нельзя, все строго сразу выгоняют. Камеры стоят, кто принимает экзамены, регистратор на груди, то есть все строго.
Спешить как бы, ну, я не спешил, проходил билеты сверху вниз, снизу вверх, вот так, наверное, 4 раза штудировал, и как бы вот у меня 10 из 10 получилось. Из группы, из вот этих там 25 человек у нас было, только допустили уже к практическим занятиям 10 человек. Много кто спешил, много кто забил, не учил, а так, ну, не прокатывает. Там никто вам не подскажет ничего, только ваши знания могут вас допустить к практическим занятиям. Поэтому я еще раз повторяюсь, нужно на протяжении, пока вот у вас есть это время, учить, учить и еще раз учить. После того, как мы сдали, нам тоже выдали реквизиты на оплату. Нужно было заплатить, кстати, да, я упустил момент, перед тем, как вы учитесь, вам выдают реквизиты на оплату, там было где-то 280 рублей белорусских, я оплатил, сейчас не знаю, может быть дороже. Плюс к этому, вот, когда мы сдавали экзамен, 20 рублей, по-моему, было за экзамены, что мы сдавали, и 40 рублей за, как бы, на бензин, за то, что мы будем сдавать на лодочном моторе практически этот экзамен. Но хочу сказать, ценник, конечно, 40 рублей, не знаю за что там, ну ладно, пускай будет так. Мы когда оплатили, мы поехали опять же на этот городской пляж, где станция Свод в Витебске, и там у нас принимали экзамены, то есть все как бы сдали нормально с первого раза. Единственный один человек, там дается 2 попытки на эти элементы сделать, спасение утопающего, 8, разволновался, что-то и не сдал. И мы думали, ну все пропустит, как бы что-то такое, но нет. Его как бы тоже забраковали, и нас осталось 9 человек. После того, как мы все сдали, уехали в часть, в МЧС какая-то там часть есть, адрес не помню, ну, наверное, я напишу здесь, где-то в городе Витебске, чтобы, может, ну, кто с Витебской области, может, там будет сдавать. Не знаю, если поблизости именно Витебске, то чтобы знали, где это приблизительно находится. И приехали туда, посвящения эти выдали нам об окончании, прохождения курса, собрали там еще паспортные данные, то есть мы все расписали, что сдали экзамены. И вот получается с 22 марта мы ждали до 17 апреля, пока наши права, эти документы нам сделают, потому что с Витебска все документы направляют там точнее с Витебска в Минск отправляют, там главный офис какой или что, и там уже вот эти ламинируют права, все делают. И 17 апреля мы уже вот в Полоцке на участке забрали свои права. Ну, если так грубо взять, то практически 3 месяца вот длилась учеба. И на выходе, вот сейчас я покажу, вот у меня там видео было, вот такого установленного образца выдают права на 10 лет. За права тоже мы платили, ну честно, не вспомню уже сколько, наверное, цены поднялись все-таки. Я вам скажу так, что за всю учебу плюс дорогой, что мы ездили, мне учеба обошлась в 415 рублей, я вот помню, все подбивал, вот в 415 рублей. Ну, чуть больше там, да, 100 долларов, как бы вот обошлась учеба. Как бы недорого, но зато уже спокойно ездишь, рыбачишь с правами и не переживаешь, словят тебя или нет. Поскольку вот с нами был товарищ, который учился, вот он сказал, да, ездил давно на моторе, но вот за 23-й год, да, он попался один раз и не прошел срок, там определенный проходит, что правонарушения твои, как бы так, будем сказать, сгорают, и по новой все это. Не успел пройти срок, и вот ему 2 раза влепили штраф, и эта стоимость была, как я и говорил ранее, отучиться на вот эти права. Вот, поэтому лучше, наверное, отучиться и спокойно, еще раз повторюсь, рыбачить. В принципе, наверное, все рассказал. Леты, как бы вот тоже я сидел вечерами, штудировал, плюс если грамотный там преподаватель, а у нас он был, еще раз повторюсь, Браслова, сам, ну там представлялся, где-то заканчивал какую-то, суда строит, с головы вылетело. В общем, по судам там какие-то даже проектировал корабли, где-то в России они до сих пор еще действуют, но очень толково рассказывал. Плюс
пособие у нас было, я говорю, что выдали, и он какую-то тему проходили, чтобы было наглядно, мы открывали эти книжки и все это смотрели, и ну, более наглядно, в общем, это было. И благодаря этому, вот кто учил, сдали благополучно, отучились на права. Поэтому, в принципе, наверное, все, что хотел, рассказал. Если у кого-то есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. В первом закрепленном комментарии я ставлю, наверное, ВКонтакте страничку. Можете заходить туда, если какие-то вопросы будут. Поможем, если будут какие-то вопросы. Потому что есть подводные камни в билетах там. Можно запутаться и не сдать. Вот. И да, я по билетам, получается, билет был 10 вопросов. Одну ошибку только можно было допустить. Вот. Ну, наверное, все. Так что еще раз говорю, пишите, поможем. Ну, а если там кто-то уже учится, удачи, чтобы все хорошо прошло, отучились и спокойно рыбачили, выезжали на природу и кайфовали от рыбалочки. Поэтому на этом, наверное, я свое видео заканчиваю. Надеюсь, ничего не упустил. Как бы видео тоже не хочется затягивать, поэтому видео свое заканчиваю. Если данное видео вам понравилось, поставим палец вверх, напишем свои комментарии. Ну а вам я, как всегда, пожелаю счастья, здоровья, любви. Ну и до новых встреч. Пока.